Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 47-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на маяке сделал только один квест для миротворца перенаселения с ликвидацией диких в районе коттеджей Шале. Выпуск поддержали финансово Стефан, Эндрю, Боник Forever и Вячеслав Томск. Большое спасибо за доброе слово и за материальную поддержку, дорогой зритель. Будьте здоровы! YouTube рекомендует записи стримов, но насчет постоянства контента, возможно, ты прав, Стефан. Привет, Ртищева! Да, Ваза точно гвоздь сезона. Благодарю за премию, Вячеслав. Привет. Всем приятного просмотра. Сегодня я хочу продолжить выполнять квест «Долгая дорога». Я хочу уже избавиться от этого квеста, тем более, что уже начали его, наполовину выполнили. Осталось 7 диких ликвидировать в районе главной дороги на локации «Маяк». По снаряге, в принципе, то же самое. СР-ку оставлю, пока с ней похожу. Только я поменял прицел, поставил Вуду прицел. Кратность у него побольше. Будем надеяться, что это нам сыграет на руку. На разведывательный, ознакомительный, оздоровительный рейд за дикого, наверное, не пойдем. Сразу пойду за ЧВК, потому что, боюсь, мне не хватит времени. Лучше то время, которое мы потратили бы на дикого, мы потратим на ЧВК, потому что может быть такое, что в рейде на дороге непосредственно окажется мало диких, и мне придется несколько рейдов выполнять. Ну, я в принципе готов к тому, что это надо будет рейда 3-4, наверное, заходить. Погнали, дикие все равно сами себя на дороге не настреляют. Так, Индер. О, я на коттеджах, что ли? Точняк. Так, кратность отличная. Что тогда вниз спускаться на ту сторону? В принципе, мне-то коттеджи не нужны. Ловить мне здесь, соответственно, нечего. Мне бы желательно, чтобы обзор хороший был на дорогу конкретно. А лучший обзор будет, я так думаю, именно с той стороны дороги. Главное без приключений перебежать. А дальше как по маслу пойдет, я думаю. Он живой был, прикинь. Притворился мертвым, что ли? Вот те спавны. Прям перед носом. Надо же. Мью надыбал. Так. Начало бодрое. Что происходит? Что происходит? Голова челюсти. Ну, что я могу сказать? Хорошо зашел, хорошо. 2 юсеков застрелил, 3-го я выстрелил, но не засчитался из-за того, что у меня пинг там больше 100, скорее всего, из-за этого, да? А знаешь все почему? Потому что предыдущие рейды у меня были крайне спокойные, и я на расслабоне просто перебегаю. Ладно, у нас в заначке есть еще одна эсерочка, сейчас мы ее по шурику соберем. Ну, примерно то же самое, что и было, собрал, только на Валдай прицеле теперь, чтобы не покупать, такой поставил, он у меня был уже застрахован, ну... Такая вот волына получилась на 51 эргономики и 72 вертикальной отдачи. Идем еще раз за ЧВК туда же на маячок и посмотрим теперь внимательнее, да? Будем посмотреть, что там. Да хотя, в принципе, до этого я перебегал, никогда проблем не было. Раз на раз просто не приходится. И второго там на камнях лежащего я точно не ожидал. Так. Так, а здесь я смогу подняться?
Ух ты, скорее всего, да. Только, наверное, с этой стороны чуть левее надо будет, да? Не понял. Вот сейчас вообще не понял. А каким звуком там АГС оказался? Или это норм? Ты же забежишь? Да, ты забежишь. Хорош. Там где-то АГС есть, что ли, пацаны? Судя по звукам, это вообще над коттеджами где-то там было. Так бывает разве? Не понял. Ладно. Такой себе юморок. А чё я вообще по эту сторону пошел? Мне же туда надо, налево. Прекрасные звуки Таркова. Почему так темно? 5:30 всего по времени. Я думал, еще солнце будет ярко светить. Так. Нет, все-таки я думаю, что в прошлый раз было слишком много просто случайностей, поэтому я нарвался не на тот сервер. Тем более, что у меня сейчас пинг вообще не показывает. Скорее всего, я на каком-то ближнем своем сервере играю. Сейчас же они пачками делают эти сервера. Объединили, а толку? Все равно закидывают в этом... В лаунчере выбираешь 10 миллисекунд, а играешь потом на 100 миллисекунд больше. Вот прошлая катка, это были как раз больше 100. Скорее всего, я на какой-то другой сервер попал. Поэтому и народу было больше. Ладно, будем надеяться, что повезет в этом рейде больше. В частности, мне нужны дикари. Конкретно. Ну вот теперь и смотри каждый куст, каждый камень, да? Где кто лег, где куда кто сел. А что там на этих камнях? Обзор хорошеечный. А, оттуда, видимо, коттеджи видно. Судя по всему. Вверх не точно видно. Бассейн, там все такое, да? Так. Ну, ближайшее, что видно, там никого не видно. Ладно.
Пойдем на дальнюю скалу. Чуточку побаще, да? Открывается обзор. Фрезануло хорошо, видимо. Подгрузила дикарей. Сейчас мы это дело проверим. Может быть, звук в натуре баганулся, и на самом деле стрелял кто-то ГСник по ближнему спавну. Может, кто-то с ближнего спавна сразу решил на отступников пойти. Такое ведь тоже возможно. Опа. Опа, слева слышу прыжки. Ой, мамочки. В затылок мне вообще прилетело, представляешь? Это, оказывается, сзади еще кто-то был. Я кого-то пробежал, видимо, какого-то снайперулю, или кто-то там, короче, засел, или вдоль берега пошел, я кого-то проморгал. Да, это что, капец, мне сидеть, просто ждать, пока кто-то выдаст свою позицию, что ли? Так это играется на маяке. Давай вот такую тему теперь заберем, TX-15. Она мне ее то ли дикие за самогон принесли, то ли что, на девятках. У меня есть патроны девятки, 5,56. Калибр. Давай ее соберем. Вот такую красоту, короче, состряпал. 51 эргономики, 33 отдачи. Можно будет тапать хорошо, если не подставлять башку никуда. Все, собрался. Рюкзак я брать, наверное, не буду с собой. С утра пойдем, всем страхуем то, что нам нужно. В рюкзаке, честно говоря, не вижу смысла, так как лутаться я, в принципе, не планирую. А если кого-то там подстрелим, то с ЧВК стянем рюкзачок, если выживем. Так. Ох, елки-палки, спаун-то у меня не очень хороший. Блин, я на скалах на малом пруду заспаунился. Не очень хороший спаун. Придется тогда обходить все это дело. Блин, вот сейчас опять стартану и опять в спину где-нибудь схлопочу, да? Но сидеть тоже на месте. Смысла никакого не вижу. Ладно. Понеслась. Душа в рай. Постараемся как-нибудь, как обойти мне тогда все это дело? Через верха? Через коттеджики, получается. Или как пойти? Как лучше? Более-менее скрытный путь. Как раз через коттеджи и будет, через верхние, да? Че мне теперь по дороге прям бежать, что ли? Тоже такой себе варик. Что-то та сторона какая-то вообще неудачная сегодня. Как не добегу до туда, так получаю по башке. Вроде не шибко рано, да? Подтягивался, но оказывается, вон как. Получается, рано. Не очень хорошо еще на большой дистанции видно, тем более, если там тень, да? Но ничего, солнышко поднимается, он потихоньку. Светить будет с той стороны. Я почему в вечер-то и ходил, чтобы солнце мне не светило.
в лицо, а если оттуда я буду смотреть, он как раз аккуратнее в лицо будет светить. Так. Что тут у нас? Боюсь теперь носа высунуть. Ну, так дорогу видно. Паршиво, правда, пока. Джунгли кругом. По-любому надо выходить как-то. Надо ту сторону сначала убедиться, да, что там никого нет. И потом только перебегать и ждать подхода челоботиков, что ли. Я думаю, это единственное правильное решение. По крайней мере, в тех условиях, в какие я попал. Вот так вот настроим на ЛЦУ. Опа! Сидит красавец. Ой, он не у меня целится. 220. 200 поставим. Он прям в меня целится, по-моему. Не попал. Ёлки-палки. Но я боялся, что он прям в меня целится, поэтому поторопился. Надо было пролечь хорошенько, да? Как положено. Ничего, ничего. Зато знаем, что там снайпер у нас гуляет. Прям смотри, под дерево, под это лысое сел, да? Он, походу, понимает, откуда прилетело. Понимает, что со стороны коттеджей. А я хотел туда идти. Сейчас бы отхватил. Короче говоря, как по мне, лучшая позиция это все-таки между коттеджами там сесть. Да, там проходная эта тропинка. Согласен, от коттеджа к коттеджу. Но там удобственно заныкаться можно. Давай магазы полными держать будем, на случай всякий, да? То мало ли. Ну так вот. Ага. По левым камням пролетает. Такой расклад нам не нравится. Где-то, короче, засели снайпера, елки-палки. Ох, тяжко мне придется, походу. С выполнением квеста этого.
Да черта с два он туда вернется, мне кажется. Я бы точно не вернулся. Забыл бы, как страшный сон, ту позицию. Чё ты съезжаешь-то? Сто процентов где-то голубчики сидят, лежат. Выжидают, пока откроешься. Блин, хороший шанс был убить ЧВК, да, на дистанции больше 100 метров. В голову. Но я его профукал. Где-то левее теперь возня. Раз даже гранаты бьют, кидают, то есть, скорее всего, и дистанции там не такие уж и дальние. Опа. Отлично. Ну вот, открыт счет. Кого-то он стрельнул там. Кто-то там трется, значит. Опа, а вот это уже точно не дикие, не боты. Живой до сих пор. Куда стрельба идет? Вижу. Есть еще один. Судя по всему, он там кого-то увидел. Это челоботы. Кстати говоря, уже побежали. Ну что, процесс-то идет. Уже двоечка есть. Значит, все идет. Пока по плану. Пока все в ажуре. Но Чавика в голову было бы, конечно, приятным дополнением. Сюрпризом для него, да? С кем-то они стреляются. Это не первый выстрел, который внизу там. С кем-то они там закусились. Кто же вас там кошмарит-то, а? Где же он есть? Ну, я думаю, можно уже потихоньку на ту сторону переходить, занимать
Наверное, ту сторону дороги лучше. О, идет, вижу, красавец. Вот с кем вы стрелялись, да, парни? Нет, это обычный дикий. Хорошо. Еще один есть. Все, чуть-чуть осталось. Осталось 4. Тот уже с 2 волынами шел. Одна на спине, ТТшник его родной. Ствол, с кого он снял? Возможно, с дикого, которого я застрелил, да? Так, ну-ка, дайте полюбоваться. Долгая дорога, 11, есть. Все хорошо. Короче, надо на маяке не спешить. Аккуратно. Спокойно занимать позицию. Вот такой вот геймплей, елки-палки, на маяке. Тропинок безопасных практически нет. Давайте, разбирайте там их потихоньку. Мне надо, чтобы тут на дороге у меня спавнились дикие. Ну там совсем, тем более ясная погода, смотри, на ту сторону смотришь, там вообще все видно прекрасно. Просто все отлично видно. Я там нигде даже укрыться не смогу в случае чего. Давай что ли тогда вот этого дикого, который у меня здесь на коттедже, убьем? Чтобы еще больше шансы были, да, на появление диких на дороге. И, наверное, я пойду на ту сторону. Где-нибудь вот здесь. Займу позицию, наверное. И буду не спеша дорогу поглядывать. Просто так сидеть на одном месте мне это больших плодов не принесет, если тишина на карте. На локации. Так. Это че, лобота, оказывается, ходил, лутал все это время? Прикинь. Это был челобот все это время. Ну, в принципе, что я хотел сделать, я сделал. О, да тут... Или это спящий? Нет, это ЧВК. Тут, походу, стрельба и была, да? Показывай, что есть. Ваза есть. О, виртекс квестовый. Виртекс я заберу, брат. Уже не нужна. $5.56 ничего не стоит. $5.45 можно было бы забрать. Так, ДПшку можно взять, это можно съесть. Да и все, в принципе.
Что там за дичь? Глушак взорвался у кого-то. Так. Теперь я хочу пойти на выход, потому что у меня вертекс имеется. Вертекс надо бы вынести с галочкой. Все время кажется, что это кто-то выглядывает там из-за камня. Так, ну что, прогресс есть небольшой? Небольшой, но есть. Давай, наверное, спускаться, глянем еще дорогу. И пойдем потихонечку на выход. Попробую вынести я все-таки вертекс. Южная дорога у нас есть и переход на берег у нас есть. Можем туда... А можем тогда, слушай, мы и не спускаться туда вниз. Дорогу можно будет попробовать посмотреть где-нибудь оттуда, с той стороны. Аккуратно. Не думаю, что тот человек будет выпасать эту позицию. Я думаю, что он ее оставил и далеко и надолго ушел с нее. Земляк, мы стрелять Ох, не мать хотим. твою. И руку оторвал, прикинь. На, блядь, нажри, сука! С выстрела руку. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! Давай, давай. Сдохни на, тварь! Нашумели. Это западляна, конечно. Свалили! Ага. Держал, не кашлял девятки. Но понятное дело, что девятки это не по мясу, не по диким патрон. Так что это нормально. Че, наверное, чтоб мелкие вот эти вот не долечивать по единичке. Запропиталимся. Дыджоску. Докинемся. Там еще один этот есть. Но это даже хорошо, то, что они тут есть. Это значит, мы сейчас себе увеличили шансы спавна на дороге дикарей. Так что это окей. Я так считаю. $10 принес. Пойдет, пойдет. Так. Я еще сейф хочу, блин, вот начинается. Вот это хочу, вот это хочу. Все, только сейф посмотрю и все. Я все равно, в принципе, не знаю больше никаких точек тут спавна хороших. А, нет, знаю, вру. Тоже посмотрю. Ну, здрасте, Настя, ничего нету вообще в сейфе. Я тут к успеху шел, понимаешь? А вы мне ничего не даете. Вот в этой беседке есть. В этом помещении есть вкусняхи. Попить бы еще что-нибудь найти. Было бы хорошо. О, горошек есть. Пойдет. Питоним тогда.
Ну все, мне до конца рейда хватит, в принципе. Тем более, что я тут задерживаться уже не планирую. О, блин, дикий побежал. О, вернулся. Опять побежал. Вернись, бро. Бро, вернись, там классно, там КамАЗ. Смотри, колесо какое. КамАЗ целый. Ёлы-палы. Ну чё, не пойдешь ради дикого, да? Даже на риск вертексом. Нет, на этой стороне пусто по дикарям. Вот этот брателло бы вернулся. Было бы шикардосно. Мне бы позицию поменять как-нибудь. О, он там, прикинь. Вон он. Эй. И это, по-моему, вообще не тот, которого я видел первый раз. По-моему, это обычный дикий. Вот сейчас бы мне хорошо с той стороны было бы посмотреть вот эту автобуску. Знаешь ли. О, цвета вернулись. Вкус к жизни вернулся. Пропитал, отпустил. Ну давай, я потом... Сколько у меня, блин, какие гарантии будешь? Мне потом придется... Если я вот этих двоих сейчас заберу просто, мне потом надо будет только всего двоих убить. На дороге. Прикинь? Нафиг кто сюда пришел? Эх, блин, пацаны, возвращайтесь. Классно на дороге. О, вернулся. А ты мой хорош. О, давай, выходи, проверяй его. И все, он сейчас пойдет его лутать через какое-то время. Я же говорю, мы своего рейда дождемся. Как пить дать. Сейчас он успокоится и пойдет лутать своего братюню. Одесса Хаттеры, бам. И еще одного застрелит. И это будет 13 из 15. И всего двоечка останется. И мы сегодня закроем этот квест наконец-то. И пойдем на другую локацию. На развязку пойдем, либо на резерв. Голосуйте в комментариях. И там надо диких настреливать. На резерве еще и рейдеров. А на развязке чевиков и диких. Ну давай, бро. О. Я ж говорил, он придет. Ну что ты мечешься? Еще левый пришел какой-то. Все, один остался. И 7 минут до конца рейда. Серьезно, Тарков, ты вот так вот поступишь со мной? Из-за одного дикого я теперь... Ёлки-палки, дай дикого, на дороге, Тарков. Последний же, да, остался. Блин, последний остался. Один дикий остался, представляешь? Но похоже, что мне придется возвращаться на локацию за этим самым дикарем.
Ну, либо плюнуть на все и пойти в ту сторону. Может быть, по пути одного встречу где. Всего один дикий. Мне уже пофиг на этот вертекс. Найдем где-нибудь этот вертекс. А вот дикого одного. Вигвам, да? Не, я в любом случае за 6 минут, наверное, до южной дороги не добегу. Так что затея такая себе. Ох, мать. Ничего себе тут добра. Блин, а я в прошлые разы вообще не заходил даже возле этого Мерина. Пробегал, еще ключ же купил специально. Мерин заглядывать, думал, буду. Пацаны писали, что в Мерине там можно добро найти. Эх, елки зеленые. Ну ладно, что, нет дикого, так нет. Бог с ним. Может, в другой раз. Один дикий остался, и мне придется из-за одного дикого возвращаться на локацию на церковь. Ну ладно. Хотя 5 минут. Можно попробовать сейчас коттеджи тут бахнуть, да? Если кто подспаунился. И пофиг вернуться на дорогу. Цена вопроса один дикарь. Не хотят брать, что спаунятся они тут. Вот убей, не хотят. Да и тут нет никаких диких. А нет. Капец, как вы жрете много. Очень много, я бы сказал. Уже пробежались, пацаны. Пилигримище. Целый. Но он нам по факту не нужен. Блин, попить нету ничего. Погнали домой, пацаны. 3 минуты. Сейчас сам себя накажу. Надо выходить. В эту комнатку заглянуть хочу. Лутанули, скорее всего, уже. Раз та лутана сторона. Долгий, конечно, рейд. Получается. Но черт бы меня побрал, продуктивный. Правда, придется из-за одного дикого мне теперь вернуться сюда на локацию. О! Нормас. Да, на выходе морфий еще лежит.
Стимулятор, ё-моё, боевой. Все, погнали домой. Нормально так прогулялся. Обнаружен выход. 6400 опытом не... так я Быровца-то того застрелил, получается, на дереве на этом сухом. Я думал, он спрыгнул там за камень, а он, оказывается, упал за камень. Вот так вот, господа и дамы. Как ни крути, параллельно еще и на маяке другой квест сделался. Ленд-лиз, часть 2 мы можем закрыть благодаря тому, что все предметы, по-моему, я нашел именно на этой локации. Передаю Вертекс 2 и Ленд-лиз, часть 2 закрываем. О, теперь у меня открывается, смотри, миротворческая миссия. Ёлки-палки, я думаю, где этот квест? А оказывается, тут еще добавили 5-ю локацию, что ли. Улицы Таркова добавили. Все, я готов идти на маяк. Один дикий мне всего лишь остался на дороге. И если мне хорошо, крупно повезет, у меня получится убить еще и ЧВК с дистанции больше 100 метров в голову. Потому что на маяке двоих я каким-то макаром уже умудрился застрелить. Обаджа. Прям на дорогу тебе. На. Переход. Блин, ну я боюсь на эту скалу залазить сейчас, ей-богу. Я бы лучше перебежал, как по старой схеме. Да, в этот раз не густо. Давай, наверное, я все-таки перебегу. Вжух. Лесохитрый. Туда-сюда и нету. Главное, чтобы пулемет сейчас не начал стрелять по мне, да? О! А на коттеджах-то веселуха. Слушай, а тут ничего такая позиция, однако. Тут вон даже оживленная часть дороги видно будет. Давай, наверное, тут посидим, да? Чё бы нет, когда да. С коттеджи придут как пить дать, ребятки. 130 метров до скалы сразу замеряем. Прицел на 100 поставлю. И посидим, подождем, покукуем. Может, там чевыки пойдут. А может, и дикие сейчас придут. На дорожку. Один дикий, и все. Мне больше от маяка, в принципе, ничего не надо. Будет ЧВК, не будет ЧВК, безразлично. 100-метровку — это уже отдельная совсем песня. Может быть, потом будем делать ее. Блин, у меня спина тут, ну, очень открыта, конечно. Однако. А давай АГСника снимем. На всякий случай, чтобы он мне... Ежели чё, Опа, ЧВК справа. Блин, деревня. Вот ты мне капец тут не нужен. Смотри, какой наглый. Он мою позицию, короче, вычислял, походу. Готов.
Байтил меня на выстрелы. 100%, чтобы понять, где я сижу. Так, ладно, отстрелялся нафиг. Ох, здесь какой обзорчик хороший. Подхода этого, да? Надо не забывать, что у меня слева еще там взрывы были. С левой стороны могут прийти. Лутать его не пойду. Пойду лутать его только тогда, когда уже домой пойду. Сейчас одного дикого где-нибудь найду. На дороге. Надеюсь. И все. А я только хотел этого подстрелить. АГС. Я, наверное, его подстрелю все-таки. Да, я его прям хорошо вижу отсюда. Сколько там было, забыл. 300, по-моему. Да, 300. Но если промажу, будет беда. Ёлки-палки. Окей. Сидим, ждем погоды с моря. Надеюсь, сейчас он не начнет джибошить по скалам. Потому что если начнет, то все. А мы его не подпустим, да? Хотя в прицеле. Я-то в положении сидя. Что там, брат, вернулся? Ну, так и добьем, наверное, его. Надо было разные магазины брать. Потому что в один я 55-й зарядил, а в другой 9-ки. Давай, возвращайся на базу. 300 выставляем. А что ты там? Пойдем за АГС, там классно за АГС. Стрелять можно с него. О! По-моему, это дикий на дороге. Точно. Бежит, бежит. Есть. Квест выполнен. Наконец-то. А это что, ВК? Точно. О-о. Он понял, что я тут. Блин, а у меня хае нету больше.
Вот ты собака сутулая, а. Капец, взял мою позицию, сдал. Ну ладно, что теперь? Толку-то сидеть тут. Надо идти размениваться. Еще дикий слева бежит. Либо размениваться, умирать, либо размениваться, забирать и его, и того типа наверху, да? Да, капец, у меня еще... Ты, это не мои кусты были. Ладно, пошли. Я его сам не вижу теперь. Странная фигня. А как, когда он ушел? Как вы это делаете? Он как сквозь землю провалился. Чтоб хотя бы не орал у меня чевок. Походу, пока я с диким... Да, пока я с диким стрелялся, он чик сместился туда. Поменялись позициями, ё-моё. Теперь я в невыгодной. Агрессник, зараза. Где ж ты есть? Ага, вижу. Ну, наконец-то. Да, это его я видел.
Прости, брат, что так получилось. Ну, так получилось. О, вообще пустой экос. Вот это хорошо. Но если б я действовал агрессивно, явно я бы с МДРки отхватил. Я понимаю, что это может быть и не зрелищно было. Типа там сидел, ждал до талого. Но и он, в принципе, то же самое исполнял. Но это, как по мне, лучший был вариант. И это пришедший с левой стороны, так что, скорее всего, это тот товарищ, который на коттеджах воевал. Я так считаю. Что у тебя? СВД-ха. А, я еще думаю, что за капец у него? Я думаю, босс, что ли? Забираем. Добришка. Забираем. Все, идем домой. Или не идем? Я застрял. Все, вылез. Перегруз ошалевшего, конечно, у меня. Но ничего страшного. Выход у меня совсем рядом. Переход на берег у меня отсутствует. А, нет, есть. Не по шарам уже. В самом центре он был. Значит, идем на переход на берег. Наверное, Мьюла я жахну. Ошибка тяжелая иду. Вот так вот. И вся любовь. Погнали. Че, ли заглянем ценности, глянем в этой хате. Опаля. Конечно, Диса не может пройти мимо. Да просто вдруг тут какая-нибудь железяка нужная мне. А, хотя ленд-листа я уже сдал. Железяки-то эти уже и не нужны. Ой, ё-моё, как вовремя выносливость кончилась. Было сначала. Опачки. Все, переход на берег. Кипарик кто-то скинул. Дикие челоботы заспавнились здесь. Но нам это уже далеко не интересно. Нам интересно выжить, выйти с локации. Не то чтобы прям надо было бы, но почему бы и нет. И, кстати говоря, это был 6-й, по-моему, юсек по квесту «Своя земля», что ли, от прапора, да? Как он назывался там? Где он там?
образцы, стрелок, своя земля. 7-й даже, ничего себе. 25 примерно минут. На локации я был 3800 примерно опыта, 2 юсека идут в квест и 1 дикий был, да и 2 в принципе диких на дороге, так что квест наконец-то я закрыл. Долгая дорога, квест за плечами. Ликвидировали диких в районе главной дороги на локацию Маяк, 15 из 15, этот вопрос закрыт. А лыжник меня опять отправляет на Маяк, кстати говоря. Пропавший груз, говорит, надо найти пропавший вертолет на локации и найти папку информатора. Она находится на шале коттеджах. На этом у меня все, господа и дамы. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые отзывы и за разного рода подсказки в комментариях. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.